Здравствуйте. В качестве аванса хотел бы получить скин. Мне нужна вот эта штучка. Спасибо. Стоп, ты чего творишь? Да, капец. Бой с Вальдхаром это тот еще трешачок, но, внимание, что за эффект мы получили сразу же под конец предыдущей серии? Чё это? Эффект организации? Значок времени? А еще вот эти слова: что-то случилось, что-то поменялось. Давайте разбираться, черт возьми. А еще нам нужен Тед Мавриэль и зарплата в виде скинта. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы живые и здоровые. Да-да, то же самое можно сказать и про Вальдхара. Живой и здоровый. Несколько раз мне прям ярко, очень ярко кричали: да, ты можешь нажать убить, сделай это, черт возьми, исполни задание организации. Но нет. Вальдхар живой, Лолошка живой, Лая следит за нашим лысым другом, а вот у нас что-то поменялось. Появился неизвестный и никуда не пропадающий эффект. Понять бы, что он означает, блин. Ну и, кстати, напомню, 2 серии назад Лолошка выписал некоторые вопросы. Что? Привет, Лая. Можем поговорить? Я думал, она там. Короче, вопросы, связанные с организацией и Тед Мавриэлем. Например, вот эти. Как он нашел способ скрываться от организации? Откуда Тед Мавриэль знал про конец времени? Как Тед Мавриэль смог перемещаться в другие ветки? Да, рано или поздно поймем, постепенно цепочка сложится. И, Лая, привет. Да-да, привет. Пришел в себя? Угу, есть немного. Знаешь, я не ожидал, что ты тут останешься и... что? Я просто не хотела, чтобы Вальдхар закончил начатое, пока ты спишь. Ну, кстати, я с ним еще не говорил. Да, я тоже. Он и говорить-то особо не хочет. Впрочем, как обычно. Кстати, порылась тут. Увидела твои заметки про Тед Мавриэля. Ты думаешь, он ответит на такие вопросы? Я очень на это надеюсь. Лолошка, пойми, помни, самое главное, что нам нужно узнать у него, это про организацию. Есть у меня стойкое ощущение, что он знает намного больше, чем только то, что организация способна убить его. Что-то мне подсказывает, что не самостоятельно он прыгает через ветки. И не сам догадался, что эту ветку будут защищать. Думаешь? Да, не знаю. Просто вот такое у меня предположение. Ну, кстати, на самом деле это складывается с тем, что он откуда-то перехватывает мои сообщения, не самостоятельно прыгая через ветки, и не сам догадался, что эту ветку будут зачищать. Получается, ему кто-то донес. Ну, опять же, это предположение, как и у Лаи. Кстати, еще раз поговорим. Слушай, Лолошка, иди проверь, как там Вальдхар. Лучше поговорите 1 на 1. А если что-то пойдет не так, я буду рядом. Хорошо. Блин, что это в итоге за эффект такой? На всякий случай давайте съедим искрящееся яйцо. Мало ли поможет. Искра восстановилась, окей. И даже больше скажу, начала постепенно снижаться. Что? Погоди, еще раз. Восстановили, давай еще раз. Хорошо. Быстрее уходить не начало, но... Да, ладно, ответа у меня нет. Эй, Вальдхар, привет, гусыня. Че, поговорим? Да, блин. До сих пор в голове гудит. Угу. У меня, кстати, тоже. Ты как? Поговорить ты не хочешь? А о чем? О чем тут говорить? Действительно. О чем же тут говорить? Блин. Слушай, извиняться я не буду. Да, я все еще на тебя обижен. Что? Ты? На меня обижен? Да, на тебя. Ты хотел убить меня. Вальдхар, ты вот ничего сейчас не путаешь? Это ты хотел, чтобы я тебя убил. Это ты на меня напал, и я ничего не делал. Я хотел нормально все обсудить, как взрослые люди. Да ничего ты не хотел обсуждать. Не-не-не. Я видел, как ты замешкался, видел. Блин. Знаешь, мне кажется, ты давно хотел от меня избавиться. Просто не знал, как именно это сделать. Обалдеть, знаешь, это самое странное и неприятное, что я слышал за последнее время. А я на минуточку с Тед Мавриэлем общался, если ты не забыл. Трэш. Такого сравнения я уж точно не ожидал. Ну так, да, я тоже много чего от тебя не ожидал. Ну ладно, я признаю. Возможно, я немножко там погорячился. Немножко, да?
Да ну, Ло, я видел, что ты задумался об этом, видел! Ты реально рассматривал вариант меня убить! Я чувствовал это! Чувствовал, понимаешь? В нас с тобой одна кровь, ты не забыл? Я и так здесь ощущаю себя максимально бесполезным! А тут еще и ты со своими муками выбора, блин! Вот реально, что мне оставалось делать-то? Ё-моё. Вальд, у меня ни на секунду не было мысли о том, чтобы тебя убить. Ладно, ты прав. Я действительно задумывался о том, чтобы по-настоящему выполнить это задание от организации. Знаешь, а может быть и надо было тебя действительно прикончить. Не выслушивал бы сейчас все это. Знаете, мне кажется, сейчас ничего не произойдет, да, поэтому... А может быть, действительно нужно было прикончить тебя. Да, эй! Ладно, я понял. Слушай, Вальдхар, моя первая мысль была о том, как тебя спасти. Вот и все. Да, но запихнуть меня в другой мир — это реально тупая идея, Ло. Ага. Ну так, а оставлять здесь тоже тупая. Так а здесь-то я хотя бы не сдохну из-за всей этой временной хрени. Но зато сам себя скорее убьешь. Рада, что сейчас у вас все без рукоприкладства. Блин. Вальдхар, я понимаю, что тебе страшно. Мне тоже страшно. И, кстати, мне тоже. Да тихо ты. Ты не должен бояться нас ложкой, пойми. Мы одна команда и работаем над одной целью. Да, и у нас нет мысли о том, чтобы как-то избавиться от тебя, Вальдхар. Угу, верно. Ну ты как? Да, слушай, нормально я. Давайте просто, я не знаю, не упоминать этого, хорошо? Ладно. Слушай, Вальдхар, а ты уверен? Чё, в плане? Просто мне бы не хотелось, чтобы подобное повторилось. При всем уважении. Да я же сказал уже, ну не повторится. Чё пристал-то? Блин. Вальд? Да ладно, оставь его в покое. Дай ему все это прожить, пережить и все такое. Это у него особенная реакция. Да, я все слышу. О, новое уведомление. Сейчас, погодите. Задание, сообщение. Кацпар Малецкий. Тема локализация и ликвидация выжившего. Задание Десталь. Бляха-муха. Это насчет Адмавриэля. Эй, Ло! Слушай, возможно, мое прошлое письмо по поводу этого задания затерялось, а то я ответа так и не получил. Привет, кстати. Как оно там? Какие у тебя успехи? Обнаружил что-то наконец или как? Я не то чтобы на тебя давлю, нет, и не подумай. Ну просто какой уже километр без прогресса катимся? А с последним заданием ты разобрался-то оперативненько. Тебе, может, какая-то помощь нужна, не? Тебе, кстати, аванс выдали уже? Если нет, ты скажи, почти всем уже выдали. Может, сложности какие-то логистические из-за всей этой ситуации возникли? О, аванс. Блин, ну только не это. Ну не до этого же вообще. Чего у тебя? Да Малецкий написал по поводу Адмавриэля. А я понятия не имею, что ему сказать. Так а в плане? Все процессы штурмовых отрядов остановились. Скажи, что и ты работу приостановил. Серьезно, ты думаешь, для них это будет оправданием? Не знаю. Возможно и будет. А возможно и нет. Если боишься, что штрафанут за бездействие, можешь ответить Кацпару, что следа от Адмавриэля здесь все-таки нет. И нужно искать где-то по другим линиям, как они изначально и предполагали. Да нет, это все звучит неубедительно. Игнорировать письма супервайзера еще хуже. Делай. Блин. И что теперь? Ответить, что приостановил работу над заданием, но узнал, что Адмавриэль в этой ветке. Ответить, что остановил работу над заданием, но узнал, что Адмавриэль в другой ветке. Вообще, я уже помню, говорил о том, что мы узнали про эту ветку, поэтому по-любому первое, ответить, что не получилось достать никакой новой информации. Вот это плохо. Короче, если я отвечу второе, то я, по сути, запутаюсь в своих же показаниях, поэтому узнал, что Адмавриэль в этой ветке, но пришлось приостановить работу. Ладно. Давай. Отвечаем быстро и чисто, как говорится. Все, молодцы. Лая, поговорить? Ну чего? Сказал, что Адмавриэль где-то здесь, и что пока над заданием не работаю. Ну формально ты ему не соврал. О, какой шустрый. Всегда меня этим раздражал. Реально так быстро ответил? Да, реально, от Кацпар Малецкий. Ну-ка. Ну супер, это уже что-то. Слушай, Лолошка, я понимаю, одному сложно, но ничего. Как только телепортер починит, я попрошу, чтобы тебе направили в помощь коллег для этого задания. Вместе эффективнее.
На всякий случай Луизе твое письмо переслал. Надеюсь, от меня с этим вопросом отстанут. А я отстану с этим вопросом от тебя. Блин, не могу перестать думать, что было бы куда проще, если бы ты просто отвязался, если честно. Ну да ладно. Если что, создай заявку на аванс. Попроси там, что тебе надо, а платежники накинут. Что? Они направят подкрепление? Чё? В смысле направят подкрепление? Так Малецкий написал в ответ на письмо Лолошки. О, Ло, ну ты гений, конечно. Они направят сюда еще целую толпу этих... Блин, ну ты же мог что угодно им сказать. Успокойся, не бойся. Пока еще не стоит на этом фокусироваться. А, да? Тебе-то легко говорить, принцесса. Ты-то от них куда угодно можешь сбежать. Не то, что я, блин. Ой, блин, слушай, мы еще найдем, куда тебя деть. Главное, чтобы они этот вагон чинили как можно дольше. Ах. Ладно, плевать. Эй, Лолошка, слушай, вообще я здесь не только для того, чтобы смотреть на Вальдхара. Я хотела кое-что проговорить, но не уверена, насколько ему это нужно сейчас слышать. Да, я и так тебя слышу. Слушай, скажи, ты больше никаких писем не получал? Никаких оповещений о правилах безопасности, призывов сохранять спокойствие? Ты о чем это, Лая? Да, блин, я просто ожидала большего, если честно. То есть, такое чувство, что ни к чему эта поломка не привела. Да, мы дестабилизировали ситуацию в Синклите, да, нам это удалось без особых затрат, но выхлоп нулевой. Никаких забастовок, никаких волнений, они просто приостановили работу, без всяких сопутствующих. Ой. Без всяких сопутствующих организационных проблем в буквальном смысле. Тебе Малецкий пишет с планами действий после восстановления работы телепортера. Они вообще не сомневаются, что работу скоро восстановят. Они не сомневаются, что все нормально. А мы в итоге так и останемся ни с чем. Да потому что тебе уже все сказали. Изначально идея была тупой. Что? Нормальная была идея. Просто мы бездействуем, пока бездействуют они. Да, бездействуем. У нас и был такой план, разве нет? Ты разве сама не полагалась на сотрудников организации и на их недовольство процессами? О, не надо переводить стрелки на меня. Вообще-то я еще надеялась использовать нашего техника для добычи разного рода полезной информации, помнишь? Ну, прости, он мне не отвечает. Да то-то и понятно. На дно залег. Да и стыдно ему из-за Вальдхара, скорее всего. Лолошка, вот скажи, что, по-твоему, мы можем сейчас сделать, чтобы был прогресс? Что? От меня сейчас будет зависеть? Давай снова напишем Питу. Может, прошлое письмо просто затерялось. Нет, это вряд ли. Давай я поговорю с Тадмавриэлем. Он точно знает про организацию что-то такое, что не знаем мы. Давай ничего не делать и просто ждать. Вдруг действительно устроит забастовку. Не, ну самый адекватный вариант это Тадмавриэль, очевидно. Ах, блин. Ну, как будто ничего другого нам и не остается. Угу. Я, если что, схожу к нему. Хорошо, супер. Погодите, вы чё? То есть как это? Ты один пойдешь, что ли? К этому отбитышу? Да, и уж точно без тебя, Вальдхар. Да... Вы чё? Да я... Да, плевать на вас. Классика. Иди ко мне. Лолошка, если что, я пока что побуду здесь, у тебя. Посмотрю за ним, за Гусыней... за тобой. Одной вечно быть все-таки не хочется, да? Ну... Да ладно, я прекрасно понимаю, Лая. И за Вальдом действительно лучше приглядеть. Угу, спасибо. Пожалуйста. Сейчас, на всякий случай, давайте вот сюда сбегаем. Ну-ка. О, ну наконец-то это не тренировочка. Это меня просто телепортировали. Так, Вальдхар, чё такое? Давай поговорим. Знаешь, ты тут забыл записать про Тадмавриэля. Неизвестно, почему он такой утырок. Ладно, запишу. Лая? Помощь точно не нужна? Я обязательно скажу, если понадобится. Ну, хорошо. Хорошо. Ладно, что в итоге? Мне нужно посмотреть, какие вопросы я хочу задать? Может быть, я могу нажать Нет, «Нарисовать»? мне сейчас не до рисования. Да блин, ну а когда будет до рисования-то, ё-моё? Чё, мы сейчас на всякий случай все это проверили? Типа посмотрели вопросы, а дальше? А что дальше? Так, ладно. Тадмавриэлю нужен скинт. Нельзя приходить к нему с пустыми руками. А, все, я понял. Типа попросить аванс, да? Во, аванс 2. Я хочу... Не так. Дайте мне, пожалуйста, скинт. Много. Отправить. Интересно, как я на самом деле написал? Во, заявка на выплату. Здравствуйте.
В качестве аванса хотел бы получить скин. Очень прошу уважать мое право на приватность и при выплате зарплаты стучаться в мой бункер. С уважением, агент Лолошка. Хорош, хорош. Ну что ж, получается, прямо сейчас ничего не остается, кроме как подождать. На всякий случай здесь проверим ничего нового. У Вальдхара здесь ничего не положено. Ну да, на всякий-то надо проверить. А теперь самое главное, дайте потренироваться. Наконец-то! Тренировка завершена. Ну-ка. 20 тысяч опыта. Ну, да, хотя бы так. Я просто понимаю, что если я не буду тренироваться, рано или поздно мне понадобится много опыта, а я не смогу просто взять и достать. Здесь вроде бы интеракций никаких нет. Да, ничего поделать не могу. О. Ай! Что? Она просто телепортировалась! Я видел, как ты телепортировалась! Я понял, ладно, что-то сюжетное произошло. Сейчас, я покормлю тебя. Только не надо меня бить, я тебя умоляю. Вот томатики. На, не кусайся. Не кусаться. Кажется, вы с гусыни стали немного ближе. Конечно, блин. По классике, дружим, пока кормлю. Сейчас на всякий случай здесь. О, Вальдхар. Вы чё, ребят, решили поболтать? Стоп, ты еще тут? Все? Реально? О чем болтать? Почему я не могу подслушать? Блин, вы знаете, вот это классика сюжетная. Здрасте. От департамента расчета и начисления заработной платы, тема выплата аванса 2. Агент Лололошка, ваша заявка на выплату аванса в кристаллах Скинта была получена и направлена в отдел по начислению заработных плат. Из соображений действующих правил безопасности доставка оплаты будет осуществлена с помощью дрона-помощника. Не оставляйте его себе. Это не инструмент полевого департамента. Нам тоже нужны дроны. Благодарим за понимание. Пожалуйста, не отвечайте на это письмо. Окей. Так, ну О! Это было быстрее, чем я думал. Правда, звуки какие-то прям... Да. Это что, дрон так пытается постучаться? А ну-ка. О, привет! Ну-ка. Взять. Оп. Мне нужна вот эта штучка. Спасибо. А, подожди, это такая маленькая коровка. Что? Это что такое? Это что за милипиздрическая штучка? Да, не густо. Кстати, а можно мне каждый раз так будут зарплату доставлять? Ладно. Стоп, реально? Крохотная крупица скинта. Едва теплая. Это что такое? Это, блин, о, Вальдхар. Ты что тут делаешь? Ребят? Ребят, что вы делаете? Я не могу поговорить. Так, а если я сначала скафандр поставлю? Так, будто я реально несмышленый. Никто так не говорит. Ой, да-да, вам и говорить этого не надо. Ребята, а вы что делаете-то? Блин, Ло, напугал капец. Ты уже уходишь или как? Не забыл заклинание, которому я тебя учил? Не забыл. Блин, слушай, я вот реально все еще думаю, что мне лучше с тобой пойти. А давай нет. Вы лучше обсудите, что нам делать с организацией дальше. Да блин, да мы только и делаем, что обсуждаем. Обсуждаем и обсуждаем. Ни к чему полезному вообще не приходим. Ты задолбало это обсуждение. Лолошка, слушай, он хочет попытаться взломать систему этих бункеров. Не спрашивай. Я сама не понимаю, что конкретно он хочет. Ладно. Слушай, Вальд, ты не испорти мне тут ничего, хорошо? Второго такого бункера просто нет. Ну вообще формально, во второй такой ты как раз направляешься. Верно ведь? Ну получается, да. Надеюсь, он будет рад скинту, и я не получу по голове за то, что пришел без приглашения. Ой, Лолошка, главное, будь осторожен. О, у меня идея. Если чё, пойдем за ним через полчасика. Ну ладно. Хорошо, договорились. А вообще, правда, ребят, не наделайте тут всякого, пока меня нет. Да, мы поняли. Окей. Стоп! Реверта! Нога, черт! Неудачно я приземлился, конечно. Ну конечно, сейчас еще и покоцаемся. Блин, ну на самом деле я бы не был столь уверен в том, что здесь все будет нормально, и я бы взял скафандр. А он так, блин, да плевать, телепортируюсь. Погоди-ка. Тадмавриэль? Да я уж заждался тебя. Очень надеюсь, что ждал не зря, Лолошка. Да. Ну вот, типа, поговорить. Да, и тебе привет.
Очень надеюсь, ты не с пустыми руками. Нет, не с пустыми. Сейчас, вот, держи. Он сейчас вообще... Это писец. Это вообще трешатина. Оу. Оу. Молодая кожа, здоровая. Мало. Стоп, ты чего творишь? А что не так? Знаешь, ты бы лучше не пялился. Это невежливо. Невежливо? Ай, ладно, плевать. Ты на вопросы-то мои ответишь? Ну, как мы с тобой договаривались. Этого хватит на один небольшой вопрос. Да, неужели всего лишь один? Ну так, это же наш уговор, Лолошка. Блин, как же ты начинаешь раздражать своей манерностью. Давай без этого. Тебе есть что спросить или нет? Блин, погоди, но... Я почему-то думал, что он скажет мало. Мы ему принесли буквально... Это же дичь какая-то, это маленькая-маленькая крупичечка. Как ты узнал про конец света и про организацию? Как ты перемещался в другие временные линии? Как тебе удавалось скрываться от организации все это время? Бррр. Тут либо первое, либо третье, второй точно неинтересный. Типа, как он перемещается, меня вообще не колышет. Но вот как он скрывается? Потому что если я сейчас задам этот вопрос, это то, что нужно Вальдхару. Я вот, если бы не было Вальдхара, я бы, наверное, первое выбрал. Но, да, как скрываться? Как? Ты действительно решил потратить свой вопрос именно на это? Ну так подумай сам. Да, но почему организация не может тебя отследить? Потому что это же очевидно. Я не пересекаюсь с ней. Да блин, но разве они не могут найти твой бункер и попасть прямо сюда? Давай подумаем. Кого-нибудь из них здесь видишь? Нет, но... Расположение моей обители не так легко обнаружить, как тебе кажется. И защитные механизмы здесь работают против нежданных гостей. Так ты же покидал это место после окончания ветки, разве нет? Да. И тебя никто не смог локализовать? Предположение неверное. То есть, ты убивал сотрудников, с которыми пересекался? Но как это возможно? Они же... Прекрати! Не забывай, с кем ты разговариваешь, идиот! Ладно, вопрос отпал. Это был отвратительный вопрос. Поэтому я дам тебе еще один шанс. О, правда? Реально? Как ты перемещаешься в другие временные линии? Как ты узнал про конец света и про организацию? Исследовал Скинт. Что в плане исследовал? Что это значит? Это значит, что у кристаллизованной крови Первой Матери способов применения больше, чем ты можешь себе представить, Лолошка. Не совсем понимаю. Как ты смог узнать про конец света с помощью Скинта? Я же тебе уже сказал. Исследовал его. Ладно, и к чему же ты пришел в этих своих исследованиях? Именно ты был лучшим другом моего сына. Поверить только. С помощью Скинта я смог посмотреть вперед. Но как именно? Как ты смог построить все это? Откуда ты взял информацию про время, про то, что от него защищает и... Невероятно, это просто невероятно. Я же уже дважды тебе сказал, но ты все еще не понимаешь. Скинт, мой дорогой Лолошка, Скинт обладает невероятной силой. Силой самой жизни. Если выражаться просто, чтобы тебе было понятнее. А знаешь, что еще означает жизнь? Что? Течение времени. Почему-то я был уверен, что ты сам до этого дойдешь. Ох. Скажи мне, как ты считаешь, что же тогда означает смерть? Обратное течение времени? Какой же ты забавный. Смерть, Лолошка, это отсутствие времени вовсе. Откуда тебе знать, что такое смерть? Ты же... Не надо, не пытайся меня задеть. Умирать я все еще не намерен, как бы тебе этого не хотелось. Ох. Повтори-ка, что я тебе только что сказал. Так. Жизнь — это время, смерть — его отсутствие. Прогресс есть. Ты умеешь запоминать слова. Похвально. Так, блин, а Скин-то здесь при чем? Черт возьми.
Скинт — это особая материя. И у этой материи есть свое, так скажем, обратное вещество, которое олицетворяет совершенно противоположные смыслы и обладает диаметрально противоположными свойствами. Да, черт, я ничего, ты не объясняешь нормально. Почему вы все всегда говорите какими-то загадками? Я говорю тебе столько, сколько ты заработал своим подношением. Да блин, ну да, но вещество обратное скинту это антискинт. Ты что, и антискинт изучал? Что ты такого особенного про него узнал-то? Как это вообще связано со временем и организацией? О, блин, я знаю, что антискинт есть в наших с тобой скафандрах, да, я знаю. Почему именно он? Как ты додумался его туда установить? Как именно он работает, Адмавриэль? На мой взгляд, с тебя достаточно. Да. Договоренности нужно соблюдать, Лолошка. Скинт ты практически не принес, а вопросов задал слишком много. Ну так... Адмавриэль, ты ни на один не ответил! Отставить. Твое неумение слушать и слышать — это не мои проблемы. Какой же Глупое создание. Убирайся, пока я не передумал тебя терпеть. Ты сейчас серьезно все это? На самом интересном месте? Обалдеть, какое же ты говно, я просто в шоке. Не, ну, какую-то информацию мы получили, значит дело в скинте. Скинт это особая материя, и у этой материи есть свое, так скажем, обратное вещество, которое олицетворяет совершенно противоположные смыслы. Вещество обратное скинту это антискинт. И что ты такого особенного про него узнал? Как это вообще связано со временем и организацией? На мой взгляд, с тебя достаточно. Окей, то есть это как-то связано с антискинтом. Ты как-то узнал про организацию, про время, про конец времени через антискинт. Напомню, за все сезоны мы про антискинт знаем примерно вообще ничего. Единственное, опять же напомню, при помощи антискинта в сезоне «Последняя реальность» мы связывались с другой реальностью. Когда мы были в реальности Джона, мы связывались со своей и разговаривали с Джодахом и GDH. И как бы все. Прикиньте, вот за столько сезонов ничего толком не знаем про эту материю. А еще я все это время смотрю на трон, который... О, стоп, что? Осмотреть? Это точно не скинт. Я ничего не чувствую. Интересно, как давно Адмавриэль съел свой настоящий трон? Я вот как раз об этом только что и хотел сказать. Типа, а неужели он не может просто его съесть? Это стекляшка. Да, нам, по-моему, в 15-й серии показывали, что существует стеклянный скин. То есть просто бутафория. Ладно, еще раз, может быть, поговорим? Не поговорим. Тут у нас ничего интересного. Что это? Что? Мертвая уточка. Она знаете, на кого похожа? На мать. Очень похожая на мать, которая подарила силы. Прикольно, то есть все это время там она была? Погоди, а может быть я тогда найду что-нибудь другое? О, золото, вот это мы заберем. Какая-нибудь бутылочка смотрящего. Опа. А вот это интересно. Это мы 100% открываем. Пожалуйста, дайте железо. Сюда! Стоило только попросить. Медь у меня вроде как в достатке, но все равно возьмем. Ладно, Адмавриэль, спасибо, что сказал. Значит, правда в антискинте. В антискинте и скинте одновременно. Как верну... я, кажется, понял. Мне нужно написать реверта, да? Бам! Впервые сам использовал. Ну, твою-то мать. Давай, рассказывай, как ты? Зол я, очень зол. Тебе к нему больше лучше не ходить. Это да, ты вообще как умудрился ногу-то сломать? Это что, он сделал, что ли, да? Нет. Блин, ты вообще узнал хоть что-нибудь полезное-то? Ну, одновременно и да, и нет. Это что значит? Да, этот Адмавриэль, он прямо ничего не говорил. Все какими-то намеками. Ну, класс. То есть ты поломал себя просто так? Да уж. Вообще ничего не удалось выяснить. Ну, как бы, он мне рассказал про антискинт. Строил какие-то замысловатые логические цепочки. Типа, жизнь, время, скинт, смерть, отсутствие времени, антискинт. А про организацию он ничем не поделился? Кажется, он убил парочку твоих коллег. Убил — это маловероятно. Ладно, сейчас нам это не особо интересно. И снова полевые сотрудники страдают от решений руководства. Возможно, в следующий раз он расскажет тебе больше. Да уж надеюсь на это.
Короче, вся цепочка тянется к антискинту, да? Что-то связано с этим черным кристаллом. Ну, я даже не знаю, а как мы можем... Попросить у организации? Хотя тогда мы... А что мы сможем? Ну, попросим у организации. А нам-то нужен просто скин, чтобы давать его Тадмавриэлю. Так, только погоди, я что-то не понял. А куда делись-то? Лая? Вальдхар? О, господи. Ну реально, что ли? Классика такая. Окей, не буду мешать, поговорить я все равно не могу. Пока. Блин, вот знаете, в чем я уверен? Ну ладно, не прям на 100%. Вот если взять и пересмотреть какой-то другой сезон, где фигурирует антискинт, то из тех фраз про антискинт можно что-то выудить. Так, мертвая уточка, давай-ка положим. И вы поглядите, какая красотуля. Мы реально все заполнили. Понятное дело, что мы вот здесь еще можем что-то положить. Я знаю, что я пропускал как-то ледяную утку, мне проспойлерили, но я ее не нашел, собственно, у меня ее нет. И в итоге мертвая уточка. Очень похожа на что-то до ужаса знакомое. На мать. Я в целом это сразу понял. Может быть, это спойлер? Не буду об этом сейчас думать. О, а вот, кстати, тот самый игрушечный скинт. Цветное стекло, покрашенное под скинт. Клянусь, во всей этой истории меня больше смущает эффект, который мы получили в предыдущей серии. И вот эта фраза Лолошки. Что-то случилось, что-то поменялось. Вот я прям не могу перестать думать о ней. Было бы это просто отравление, я бы подумал, ну ладно, отравление. Но это не отравление, это связано со временем. На значке буквально время. Короче, будем разбираться, будем смотреть. Я думаю, в следующей серии уже поймем куда больше. Например, как минимум про антискинт. Главное, чтобы организация вагоны не починила и не заявилась. Это будет страшнее. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться. Это все еще супер-мега огромный буст мотивации и для меня, и для команды, и для... Лолошки, да, он тоже следит. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и... информация от Тадмавриэля. Хоть кто-то мне ее дает. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.